Всем привет! Недавно состоялось напряженное совещание белорусского лидера с контролирующими органами Республики Беларусь по поводу резкого увеличения цен на автомобили с завода BelG. Цены Geely Atlas в Беларуси стали предметом бурного обсуждения на совещании по социально-экономическим вопросам, которое провел президент республики Александр Лукашенко. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Начнем с того, что Geely Atlas в Беларуси с февраля 2022 года не производится и практически не продается. Последняя цена на эту машину составляла от 54 тысяч белорусских рублей. Сейчас дилеры предлагают обновленную модель Geely Atlas Pro, которая изначально дороже прежней версии. Цены на нее начинаются от 87 тысяч белорусских рублей. Это около 34 тысяч долларов. Или 2 миллиона 150 тысяч российских рублей. К слову, в Российской Федерации модель значительно дороже, от 2,5 миллиона рублей. То есть формально Александр Лукашенко прав. Цена на Atlas в Беларуси выросла в национальной валюте почти вдвое. Но по факту речь идет о разных моделях. Что касается Geely Atlas Pro, то в начале января его продавали за 67 тысяч белорусских рублей. То есть подорожание составило 30%. Впрочем, и с этим тоже нужно разбираться. Скажите, сколько сегодня стоит легковой автомобиль Geely Atlas? В долларах. Кто-нибудь мне может сказать? Чего вы ко мне пришли? Вы не знаете цены на единственный автомобиль, на который есть бешеный спрос и у нас, и в России? Раскритиковал чиновников Александр Лукашенко. Ответ все же последовал, но такой, что его еле было слышно, потому что данные оказались совсем не свежими. Так вот, было 27 тысяч. А сколько сейчас? Да у вас цены в 2 раза выросли, указал Александр Лукашенко и добавил: вы в правительстве это знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас рассказываете, и логистика, и деньги не так, и это не так. Слушайте, ну не в 2 же раза. Уже спустя неделю появились новости ответного характера. Цены на автомобили Geely в Беларуси снизили уже на следующий день после вмешательства президента Александра Лукашенко. Комитет госконтроля оперативно посчитал, что последнее повышение стоимости машин было неоправданным. А в связи с этим дилерам пришлось объявить скидки в 15%. Ну и обещанная мною шутка юмора. Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи. Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вам сегодняшние цены? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что не важно, насколько медленно вы двигаетесь, важно направление и постоянство движения.